Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что присоединились к сегодняшней весенней, субботней, прямой, как говорится, беседе в прямом эфире с белорусским политическим экспертом Юрием Воскресенским. Он на связи. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Наш последний выпуск набрал 180 тысяч просмотров, поэтому я вам очень благодарен, что вы находите время слушать наши еженедельные комментарии. Да, ну у нас как бы премьера. Впервые мы в прямом эфире. Прямой эфир – это исключительно история, ровно созданная для того, чтобы вы, уважаемые зрители, поучаствовали. Поэтому это можно сделать традиционными способами. В сообществе YouTube есть анонс нашей встречи, и там оставляют люди вопросы под этим анонсом. Также в клубе зрителей Шелеста можно отметиться, закрытое камерное сообщество. Ну и, конечно же, в чате трансляции вживую, но это в самом конце, в самом финале. Ну а пока предлагаю всем, если хотите канал поддержать и прям написать во время эфира, что думаете, и работает этот сервис, да, это вот QR-код, который возле меня находится. Не у всех этот сервис работает, да и, собственно, не у всех есть желание чего-то как бы вывалить прям текстом на экран. Но в любом случае, всем большое спасибо, что голосуете в чате трансляции. Опрос сегодня звучит следующим образом. Отправка украинских ПВОшников и дронов-перехватчиков на Ближний Восток – это. И варианты ответов. Значит, позор Зеленского, ВСУ как бы крепостные, а взамен он ничего не получает, хотя всю неделю рассказывал, что то перемирие хочет, то ракеты для патриотов. Второй вариант. Позор первой армии мира. Политико сегодня писала, что да, действительно, это прям серьезный был запрос от Америки, и то есть Зеленский ничего не придумывал, когда ему официально американцы, так сказать, порекомендовали отправить своих специалистов ПВО. Поэтому это никакая не вкрутка, встройка в события на Ближнем Востоке, а это инициатива Америки. Третий вариант – это потужный предмет торга на переговорах для Украины. И еще один вариант – это признание и гордость за уровень вооруженных сил Украины. Мол, ух, какие они мощные. И вот приглашают уже вот на Ближний Восток. Давайте с того вопроса начнем, тем более, что очень много информации по Ближнему Востоку, и будем разбираться в ситуации. Неделя эпической ярости Дональда Трампа. И вот, собственно, Украина здесь, видите, как со стороны ПВО представлена. Что думаете по поводу опроса и как бы вы проголосовали? Я проголосовал за первый вариант, там, где говорится про позор, потому что абсолютно очевидно, что у американцев не получился блицкриг, именно тот, на который они рассчитывали, связанный с сменой режима, по примеру Венесуэлы, либо ставленником лояльных каких-то политических сил. Более того, иранский народ сплотился еще больше. Все разногласия, в том числе межплеменные, на данном этапе, насколько мы понимаем, ушли. Поэтому американскому режиму нужны сейчас проксики, то есть живая сила вот этой большой коалиции мощной Эпштейна, ее так называют политологи, нужно пушечное мясо. И они присматриваются к этому пушечному мясу, но если азербайджанцы и курды, которых они тоже хотят вовлечь в этот пожар, они еще думают, то украинцы сразу согласились, точнее Зеленский. Тут как тут, только щелкнули пальцами, они уже будут отправлять первую партию этого пушечного мяса. Поэтому я бы ответил, конечно, и поддержал первый вариант вашего вопроса. Да, друзья, голосуйте, в конце подведем итоги, прокомментируем, вот что для вас. Вот это как бы чего больше, да, эти все варианты могут работать и одновременно, но вот какой бы выбрали вы вариант, в конце итоги подведем. Ну а давайте теперь про эту неделю. Первую. Сегодня такой интересный момент произошел на турецком телевидении, показали карту. Да? Как бы вероятную, гипотетическую карту Ирана. Значит, возможное будущее следующее, да, что на представленной карте как бы этот
страна, да, разделена на несколько регионов, возможных государственных образований по этническому принципу. Значит, среди них обозначены Южный Азербайджан, Южный Туркменистан, Кашкаистан, Белуджистан, Курдистан и Арабистан. Центральная часть по-прежнему называется Ираном, но все как бы понимают, что в этом тоже есть определенный замысел. Однако курды, например, да, которых вы упомянули, которые есть на этой карте, они уже, по информации прессы, в общем-то, отказались по причине недоверия к Соединенным Штатам Америки. Потому что они могут пообещать, а потом не снабжать должным образом оружием, должным образом, скажем так, подготовкой и вообще прикрывать, могут не прикрывать с воздуха, как это все, собственно, видится сейчас. Вместе с этим Иран как бы бьет и достаточно серьезно бьет. Опубликована статистика, но опять-таки это западная пресса публикует эту статистику, сколько всего ударов было нанесено. То есть там 810 ракетных, 1245 дроновых. Ну и, в общем-то, такие итоги с точки зрения воздушной войны подводит Иран. Сегодня президент вышел Ирана и сказал, мол, извините, соседи, как бы ничего личного, это война, мы прекращаем по вам бить, если от вас не будет по нам лететь. А потом эти слова, ну, и восприняли как слабость, их быстренько как бы подкорректировали, сказали, нет-нет-нет, то есть немножко не так. То есть удары будут продолжаться, и удары сегодня были по территориям стран Персидского залива. То он просто имел в виду, что в войну никто не хочет вступать непосредственно с соседями. Как вы оцениваете эту неделю эпической ярости, и о чем нам говорят планы и цифры? Ну, чтобы оценивать эту неделю и предыдущую неделю, и все недели до этого, нужно недели не только Трампа, но и других американских президентов, нужно обратиться к работе, ленинской работе. 3 источника и 3 составных части марксизма. И вот в этой работе, более чем 100-летней давности, Владимир Ильич писал: люди всегда были и будут глупенькими жертвами обмана и самообмана, пока не научатся за любыми политическими, экономическими, нравственными заявлениями не видеть интересы других классов, других людей. Поэтому начнем с самого главного. Интерес Америки, безусловно, не сменить и демократизировать, как они говорят, режим, не убрать одного религиозного деятеля на другого, более либерального. У них задача одна – взять под контроль потоки иранской нефти. Взять под контроль Ормузский пролив. Потому что это одно из самых слабых мест всей мировой торговли, от которой очень сильно зависит благополучие, в том числе западных стран. Вы знаете эти 3 места слабых, но мы их еще раз повторим. Это Суэцкий канал, это Ормузский пролив и это Малакский пролив между Малайзией и Суматрой, Индонезией. Так вот, почему американцам нужно любой ценой взять под контроль все нефтяные месторождения? Потому что вот эта авантюра, в которую они влезли в Венесуэле, пока не принесла той цели, на которую они рассчитывали. Рассчитывают они ослабить и подорвать экономические устои прежде всего Китая. Но Китай просто стал больше закупать иранской нефти. И еще, кстати, выбил дополнительный дисконт. Плюс венесуэльская нефть очень тяжелая, все мы знаем. Стоимость ее переработки, но она существенная, себестоимость не такая, как в Иране. Например, вот в Иране какие цифры? Если эта нефть добывается на шельфе, то есть ее себестоимость порядка 20-25 долларов за баррель. Но если она на суше со скважины добывается, то ее себестоимость 10 долларов. Понимаете? 10 долларов. Вот, поэтому задача второй части операции по ослаблению Китайской Народной Республики, а заодно и России, мы об этом чуть позже поговорим, потому что есть некоторые
не совсем дальновидные политологи, которые рассказывают, что это большое преимущество сейчас будет России, российскому бюджету. Ну, мы на этом чуть позже остановимся. Так вот, задача ослабить Китайскую Народную Республику, взять, значит, иранскую нефть под контроль и выкручивать Китаю руки, потому что уже практически 60% своих нефтяных потребностей он закрывает иранской нефтью. У Китая достаточно зависимая экономика от углеводородов, и он может превратиться в колосса на глиняных ногах. А я напомню, что согласно новой стратегии национальной безопасности и новой стратегии национальной обороны, самым главным врагом Соединенных Штатов Америки является Китай. Именно поэтому и была начата эта операция вместе с израильскими союзниками. Все по одной методичке, все как в Афганистане, все как в Ливии, в Ираке. Кстати, совпало все вплоть до религиозных праздников. Все эти вышеперечисленные операции проводились в период празднования Пурима, еврейского праздника, спасения еврейского народа. Поэтому даже это совпало. Вот их какая задача. Поработить иранский народ, поработить их ресурсы и взять под контроль Ормузский пролив. И когда мы поймем вот эту глобальную задачу американо-израильской коалиции, мы сразу поймем и как ее оценивать, и как дальше действовать, и чего ожидать. Ну, смотрите, по поводу Ормузского пролива достаточно нерешительно там действуют американцы. Об этом, вот, например, ну, Франс Пресс, да, и другие издания сообщают, что, ну, как бы совершенно другая, ну, в общем-то, другой подход. Более того, сегодня говорят о том, что транспондеры переключают определенные моряки на китайские, и тогда их, в общем-то, и пропускают. Ну, а всем напоминают, что, ребята, если вы зайдете и начнете патрулировать, то нарветесь. Да? И как бы корабли оттуда, с этой локации американские, держатся подальше. Это вот отмечают многие военные за эту неделю, что конкретно там никто не приближается непосредственно к берегу и к самому проливу. Там есть рекомендации остров один захватить, безусловно, Ирану, который принадлежит. Это там и добыча, там и как бы контроль и все остальное. Но опять-таки наземной составляющей у США нет. Преимущества такого, чтобы корабли свободно могли подходить к берегу, тоже нет. Опасаются, не рискуют патрулировать. Танкеры горят. За последнюю неделю там несколько танкеров было подбито, даже бэки использовали иранцы. То есть какую-то нерешительность демонстрируют американцы в этом вопросе. Интересно вот ваше мнение, почему? Ведь, смотрите, всех же победили, всех подавили. Видео там Израиль публикует, Америка публикует, мемчики всякие, то компьютерная игра, то и там бейсбол, они там отбивают битой мячик, и там вот это классно все, очень стильно, модно, молодежно. Но почему-то вот этими силами не справляются, и еще один Джордж Буш, еще один авианосец, еще один как бы корабль, да, плывет с большой группой американских моряков туда, на подмогу предыдущим двум. То есть явно что-то не так. Или, ну, вот, например, Бессент обещал нам удары какие-то суперсокрушительные, самые мощные за все время. Ну, как бы пообещал, время прошло, его обещание, мы, в общем-то, этого не наблюдаем. Ну, обещать не значит жениться, но дело в том, что американцы просто просчитывают все планы, варианты. Они не могут так безрассудно провести, например, операцию по десантированию и взятию под контроль Ормузского пролива, потому что это же может напомнить операцию высадки американского десанта в заливе Свиней, вы помните, в Кубе. И даже недавно, вот перестрелка, когда была в районе Кубы, кубинской пограничной охраны, опять с каким-то десантом, в результате которого были ликвидированы ряд американских граждан. Они не хотят этого повторить. Но мы берем фактические действия, мы берем, анализируем фактуру. Действительно, там уже находятся две мощные авианосные ударные группы
во главе с авианосцем Линкольн и Форд. И вот они направляют третий туда авианосец Буш. Да? Второй момент очень важный. Сегодня прерваны были учения 82-й воздушно-десантной дивизии США. У нее есть еще такое название All American, такая всеамериканская. Это дивизия самая лучшая, самая элитная, которая участвовала в таких операциях, как Доминикана, Вьетнам, Гренада, война в Персидском заливе между Кувейтом и Ираком, ну, естественно, Афганистан и Ирак. То есть, как минимум, вот за последние 50 лет в 7 войнах участвовала 82-я дивизия. Они были сняты с учений и говорят о том, что, ну, по крайней мере, источники Вашингтон-Пост, который это публиковал эту информацию, о том, что они готовы быть переброшены в зону новых боевых действий. Кстати, интересен лозунг, слоган бригады. У них два слогана. Да? Значит, смерть с небес. Это о многом говорит. Наверное, это почерк американской военщины последних лет. И до конца. All the way. До конца. Вот у них это два прям на флаге написано. Два слогана. Это говорит о том, что что-то они замышляют. Всего в этой бригаде до 5000 человек. Она готова прибыть в точку дислокации в течение 18 часов. Ну, кроме того, американцы, что бы они ни говорили, вместе с Израилем, они просто не ожидали такого отпора. Как пишут некоторые наши соотечественники, которые проживают в Израиле, там очень большая русскоязычная община, бывает больше 10-15 раз за день они спускаются в подвал и укрываются в этих мамадах. У них так это называется убежище. Ну и вот те цифры, которые вы привели, 810 ракет и 1245 дронов, говорит о том, что у Ирана запас очень большой, и он так просто сдаваться не будет. И мы четко понимаем, что без сухопутной операции никаких целей, даже при использовании ядерного оружия, ну никаких целей достигнуто не будет. Нужно физический контроль этой территории, особенно в связи с тем, что с учетом того, что американско-израильская коалиция убила 1332 человека на сегодняшний день, невиновных, гражданских, представителей и персов, и курдов, и азербайджанцев, и белуджей, и луров, общество в Иране, оно действительно сплотилось. И оно будет отстаивать свою территорию от агрессии вне зависимости, есть там у них новый аятолла или нету. Поэтому американцы понимают, что нужна сухопутная операция. И нужна высадка десанта на Ормузский пролив. Чтобы это осуществить, надо как минимум порядка 3-4 недель подготовки. Но, конечно, мы, вот, скажем так, прогрессивные политологи, все-таки утверждаем, что самый лучший вариант было бы сейчас всем сторонам сохранить лицо. Если бы американцы сказали, мы достигли своей цели, мы главного злодея ликвидировали, ну это действительно так в том плане, что они ликвидировали и верховного правителя Рахбара Ирана, и еще порядка 50 высших должностных лиц Ирана и представителей военно-политического руководства. Ну, то есть хорошо, парни, вы победили, да, вы классно все показали, но дальше начнется поток очень большой, нескончаемый поток гробов, накрытых в том числе американским флагом. Понятно, что гражданское население им абсолютно безразлично. Председатель Совета мира сегодня уже угрожает ударами по гражданским группам, да, по каким-то местам скопления. Значит, я вас предупреждал, не хотите, сегодня вы получите еще больше. Ну, понятно, что им иранский народ абсолютно по боку. Но здесь же вопрос, что накануне выборы уже Трамп получил хук в виде 15% повышения цен на галлон бензина. То есть все, с чем он боролся целый год, снижая цены, моментально взлетело только вот за эту неделю. А если это будет еще не 6 гробов, а 60,
или 600, или 6 тысяч, что произойдет в ноябре. Вот это и сдерживает американцев, но поверьте, Александр, уважаемые зрители, они готовят наземную операцию и они готовят захват прибрежной территории Ормузского пролива. Да, вы знаете, тут как бы это... Я просто вот вижу тоже вот эти комментарии, они мне вот напоминают, политические комментарии, они напоминают, ролик снимали на фоне вот этих обстрелов в Израиле, да, там, ну, рекламируют какую-то забегаловку с вкусной едой. Вот там идет обстрел, и под музычку все, обстрел и готовка, и тут вот огонь, видите, мясо на огне, там вот они что-то жарят, какие-то люляшечки, вот это все. Вот примерно такой политический анализ у нас есть. То есть идет обстрел, и он сочетается, да, вот с вот такими вот причудливыми рекламными трюками. Почему? Потому что все говорят, что не будет никакой, там, например, операции. Но чтобы, ну, то есть достаточно же взглянуть на карту этого Ормузского пролива. Понятно, что нужно каким-то образом, ну, там, сохранить вот этот вот... Они там вымыли денег оттуда, конечно, американцы из Ближнего Востока. Там денег много. Но ясное дело, что останется еще больше. Там сейчас вообще такая проблема у некоторых людей. Им нужно лететь в Дубай, чтобы оставаться многим вот этим прикрученным бизнесменам, чтобы оставаться, так сказать, как это, налоговыми резидентами. Ну, то есть, потому что они там пропустят какой-то период, и нужно будет в той стране, где они находятся, а там другие ставки, и поэтому тут беда. Вроде как ехать, а ехать надо, а состояние терять не хочется. Все же как бы жадный народ, понимаете, там ищут же эту тихую гавань. И ей размениваться просто так вряд ли будут американцы, но пощипали их круто. И нужно закрывать, вот прям напротив Дубая надо становиться на берегу Ирана, и там вот обеспечивать вот это все. Но опять-таки с 80-миллионного Дубая Ирана полетит, понимаете, по вот этим boots on the ground. И еще один такой момент. Вот тоже вот Такер Карлсон, которого отшвырнули, отфутболили от Трампа, он рассуждает о вчерашних заявлениях Трампа. Вчера он сделал тоже умопомрачительное заявление, говорит, безоговорочная капитуляция. Потом говорит, ну нет, можем и без нее, то есть они могут сами объявить, а может мы там как-то чего-то уничтожим, сами поймем. Ну то есть немножко не так вы меня поняли, хотя он четко там пару часов назад говорит, все, до конца, как у этих в бригаде девиз. Вот что Трамп говорит по поводу безоговорочной капитуляции. Такер говорит по поводу безоговорочной капитуляции. Безоговорочная капитуляция означает, что иностранные войска могут обидеть вашу жену и дочь, если захотят. И все это знают. И так было всегда. Если и есть какой-то неизменный урок истории, то это то, что безоговорочная капитуляция означает, что иностранные войска могут обидеть вашу жену и дочь. Это чувствует каждый. Это самый атовистический инстинкт из всех существующих. И поэтому, чтобы этого избежать, люди пойдут на все. Вот почему требуется такой уровень силы, чтобы подчинить население до точки безоговорочной капитуляции. Вот почему. И поэтому в этом случае, конечно, у нас нет необходимых сухопутных войск. Я не думаю, что американцы добровольно примут в этом участие. Я не думаю, что мы можем это сделать. Для этого потребуется оружие массового поражения. Для этого, предположительно, потребуется ядерное оружие. И давайте остановимся. Давайте не будем лгать себе. Мы движемся к этому. То есть он четко говорит, вряд ли американцы захотят, так сказать, туда соваться. Ну, все поняли, там, обидеть, там другое слово, там, ну, то есть расправиться и надругаться, да, давайте подберем вот такой синоним, жену и дочь. Что вы думаете по поводу слов Такера, и действительно ли все идет к применению тактического ядерного оружия? И если применят, ну, куда-то будут бить, там Израиль обещает куда-то лупануть, ну, в общем, Иран обещает по Израилю лупануть по реактору, а Израиль обещает лупануть по, там, их, или ядеркой по их, там, какому-то объекту ядерному, чтобы, как бы, создать вот этот вот ужас. Если американцы применяют бомбу, то что это дает? Они могут применить бомбу в случае обеспечения необходимости психологического эффекта. Помните, как они впервые применили в истории человечества ядерную бомбу против мирного населения Хиросимы и Нагасаки? То есть с целью исключительно попытаться подавить волю иранского народа.
Но они, вот эти психопатические американские элиты, они вообще не понимают, что это не Латинская Америка, что тут связкой бананов никого не перекупишь. Это не просто великая персидская цивилизация и цивилизация, которая базируется на единстве всех народов. Ведь будет поразительно, но те, кто рассказывают про религиозный якобы фанатизм, они забывают рассказывать, что в Иране защищены все религиозные меньшинства, у них никто не отбирает храмы, и у армян, и у христиан, и даже евреи иранские ненавидят сионистский режим в Тель-Авиве и поддерживают режим аятолл. Понимаете? То есть это очень важно, народное единство. Это второй момент. То есть первый – традиции, второе – народное единство. Это я говорю, почему не сработает ядерное оружие и психологический эффект. И третье, 90% Ирана – это 98% это мусульмане, из них 90% шииты. Они мечтают быть мучениками. Просто мечтают. Их воспитывают с детства об этом. Поэтому, если американцы думают, что добьются какого-то эффекта, ну, конечно, никакого эффекта не будет. Но это будут очень сильные репутационные издержки и потеря союзников уже не только Испании, но и придется другим мусульманским странам Европы, таким как Франция, Германия, Великобритания особенно, пересмотреть свою позицию. Я уже не говорю про достаточно нейтральные страны, такие как Греция, Италия, они тоже это не воспримут, ни их население, ни их народ. Ну, кроме того, такое применение ядерного оружия, я думаю, что окончательно поставит точку в ноябрьских выборах. И Трамп их может проиграть с таким треском, что у американских парламентариев будет даже 2/3 для того, чтобы вообще реализовать импичмент. Не просто запустить импичмента, процедуру, о которой они жаждут, а даже ее и проголосовать, и реализовать. И это очень серьезные будут последствия. Поэтому мне кажется, что тактическое ядерное оружие еще не готово применять. Ну и потом, вы видите, как Иран сражается, несмотря на то, что у него в первые дни ликвидировали, практически подавили все ПВО. Ну, понятно, здесь мы не будем разбирать стандартные ошибки некоторых политических лидеров, в том числе религиозных, которые верят очень в переговоры. Ну, естественно, иранцы, как приличные люди, сидели, обсуждали этот вариант. И вот я представляю их разговор. А разве могут американцы сделать это в Рамадан? Да, конечно, не могут. Это же оскорбление миллиарда чувств, миллиарда верующих. И суннитов, и шиитов, и исмаилитов. Там есть еще третье ответвление, базируется в Омане. А разве могут они ударить, если мы провели с ними хорошие переговоры, и мы согласились на то, что у нас не будет запасов, да, обогащенного ядерного топлива? Это сказал министр иностранных дел Омана. Помните, он давал интервью и сказал, что на ряд принципиальных моментов иранцы согласились. И, конечно, значит, великие переговорщики, Витков, Кушнер, кто там еще присутствовал, их заболтали. В результате мы, как говорят в Украине, маемо шо маемо, ПВО у Ирана нет. Оно все подавлено. Также, наверное, подавлено большинство пусковых площадок баллистических крылатых ракет. Скорее всего, их отправляют с мобильных комплексов, такие оборудованные под сидельные тягачи, грузовики, да, в простонародье фуры. Потому что иначе бы это количество было бы более мощное отправленное ракет. Вот за 8 дней было бы не 800, может быть, а может быть даже 8000. Но здесь вопрос еще в применении ядерного оружия даже не в каких-то репутационных издержках и в его неэффективности, и в гибели населения, на котором плевать абсолютно американскому режиму. Здесь вопрос, что ответка может
им последуют незамедлительно. И есть очень несколько моментов такой уязвимости, что потом сами персидские монархии просто запретят даже пролет над своими территориями. Я объясню, в чем дело. То есть, когда Иран начал даже отвечать, мы видим, что целые оазисы репутационно уничтожены, которые строили в течение 40-50 лет свой имидж как тихая, уютная гавань. Да? Например, Дубай, да? Абу-Даби, где можно отсидеться, где можно купить 2 квартиры, в одной жить, другую сдавать, где значит, всегда кипит жизнь, культурные мероприятия, где рядом американская база и ее знаменитое ПВО ТАТ стоимостью $3 миллиарда защищает все воздушное пространство. И так прошла неделя, мы видим, что 2 ТААДа стоимостью по 3 миллиарда уничтожены. Мы увидели эти кадры объективного контроля. Сейчас очень много разных кадров с обеих сторон, но мы же, естественно, пользуемся верифицированными, подтвержденными источниками. В том числе, кроме этих ТААД, уничтожен первый в мире уничтожение радиолокационной станции в Катаре ФПС-132, которая тоже стоит под $1 миллиард. Так вы понимаете, если американский режим с дуру, председатель Совета мира, вы же знаете, он встал не с той ноги, он может и на кнопку нажать. Тем более он старенький уже, жить ему уже, наверное, не хочется, а другим жить хочется. И в этом есть когнитивное противоречие определенное. Так вот, он может нажать эту кнопку, но Иран тут же нанесет ответный удар по станциям опреснения воды. И это будет катастрофа. Там все зависит, вот в этих 6 персидских монархиях, но одна персидская монархия, слава богу, дружит с головой, Оман, и не участвует в этих всех авантюрах. Вот в этих 5 персидских монархиях настолько все уязвимо. Энергетика, где все висит, да, там же перебегают вот эти все криптотренеры, коучи, тренеры маточного дыхания, личностного роста, значит, они все нам рассказывали, какой там рай, но они там в этом раю перебегают из кондиционера в кондиционер и под кондиционер. И вы представьте, где-нибудь в апреле-мае ударят по энергетике, а это ударить можно вообще с любой точки. Эти дроны невозможно перехватить. Что будет, во-первых, там с людьми, а второе, ударят по заводам. У них на берегу, то есть в зоне доступа иранских ракет и иранских БПЛА, находятся эти заводы опресненной воды. Нет такого маршрута, там трубопроводы какие-то строили, чтобы оно обеспечило водой население вот этих якобы оазисов. Это будет гуманитарная катастрофа. Все люди будут уезжать, и это будет последствия вот этого возможного применения тактического ядерного удара. Это я не говорю о том, что в Иране есть и уже, может быть, готовятся сотни человек, которые с удовольствием положат себе в багажник и ядерное, и какое хочешь оружие, с каким-нибудь грязную бомбу, да? Понятно, что ядерное оружие в багажник-то не положишь, но какую-то грязную бомбу. И поедут в Бахрейн, в Катар, в Саудовскую Аравию, в Кувейт, значит, в Дубае, в нашу тихую гавань в Абу-Даби, да? Что произойдет? То есть последствия этой авантюры будут на 2 порядка больше, чем последствия вот этой операции «Рычащий лев», да? Значит, и эпическая ярость, которая начала американо-израильская коалиция. То есть вывод какой, вкратце? Отрицать уже того, что может применить, могут. Вы же видите, что это абсолютно неадекватные люди. Мы видим, как по... Да вот по Венсу все понятно. Да, все понятно. Могут, да, могут. Могут. Видно все по Венсу, понимаете? Он молчал 72 часа, потом вышел с такими обезжиренными заявлениями, сейчас публикуют, где он там с женой куда-то на какой-то пошел раут, где-то что-то еще. Второй человек в государстве. Это видно, что это система. У Трампа бзик, и Трамп решил.
Ему, понятное дело, прикручивают Израиль, говорят, это все израильская история, обвиняют прямо, что это мы на поводу у Израиля действуем. Это вообще отдельная такая длинная и такая важная тема, но я бы хотел, чтобы мы вот рассмотрели председателя Совета мира. Ну, вот где найти еще такого председателя, Юрий? Он сегодня вот выходит, и вот перед нашим эфиром буквально вот-вот, и делает заявление, ну, например, по Кубе. Говорит, Куба, они в тупике. Короче, Кубе хана. Кубе, он повторяет, очередной раз прогревает. Да, это самое свежее заявление Трампа. И параллельно с этим говорит об Украине. Говорит, переговоры по Украине уже много раз проходили вплотную к соглашению, и каждый раз одна из сторон отступала. По его словам, ключевой проблемой остается личная вражда между Путиным и Зеленским. Ненависть настолько велика, что им трудно прийти к соглашению, очень-очень трудно. Значит, мы много раз были близки к цели, то один, то другой давали заднюю, они теряют людей. Нас это на самом деле не сильно затрагивает, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как одолжение Европе и как одолжение самой жизни. Ну, слушайте, после того, как за него так молятся в овальном кабинете, как бы окружают, все держатся за него, молятся, наверное, имеет право так говорить и так выкаблучиваться. Но тупик же, нет какого-то продвижения вперед. Ну, слава богу, пленных обменяли. Как вот эта позиция, вербализированная Трампом на фоне войны с Ираном, отразится на мирном украинском треке? Ну, конечно, он будет задвинут на обочину, но не совсем окончательно, потому что все-таки Украина отдана на откуп британцам. Это их епархия, они не скрывают этого, это было еще с первого визита Зеленского к Ричарду Муру, мы это все обсуждали. Британия не готова отказаться от Украины, поэтому этот мирный трек будет там где-то вяло вариться, но, естественно, сейчас внимание всего мира переключено туда, на Ормузский пролив, на Суэцкий канал и Красное море, если хуситы вдруг возбудятся. Понимаете, то, что происходит в Украине, не влияет так на мировую торговлю и не может повлиять, как то, что происходит на Ближнем Востоке. Это вообще ключ ко всей мировой торговле и ко всей энергетической безопасности стран Юго-Восточной Азии, Японии, которая вообще 100% потребляет эту нефть, Кореи Южной и, естественно, Европейского Союза. Но Европейского Союза в меньшей степени, потому что они потребляют порядка 20% вот этой всей нефти, которая вырабатывается персидскими монархиями. Но, значит, вот в этих узких точках трех, которые мы озвучили, настолько ситуация коррелирует с мировой экономикой, что даже просто, если его затопить, вот там я прочитал в Малакском канале, да, между Суматрой и Малайзией, есть самое узкое место, там порядка 200 метров, самое мелкое место. Так вот, если там затопить один танкер, умышленно, неумышленно, ну, может быть, КСИР пошлет туда и затопит, это вызовет рост цен на 50-60%. Коллапс. Вот просто в одном месте будет коллапс всей мировой экономики. К сожалению или к счастью, на территории Украины, что происходит, их меньше волнует, потому что это не отражается на все их связки, на все их группы, на все их акции и так далее. Но, значит, вы знаете, что я хотел бы обсудить? Да, то есть этот трек мирный будет вялотекущим. 2026 год – это год войны, никаких подписаний, ничего я не прогнозирую. До ноября, как и говорил до этого. А в ноябре это, значит, военные действия либо пойдут на спад, либо, ну, допустим, если все-таки республиканцы каким-то чудом выиграют, либо они будут интенсифицироваться, потому что лидер демократов, губернатор Калифорнии уже сказал: слушайте, это даже не этично,
продавать оружие, мы должны давать по-прежнему, как Байден давал, и может пойти эскалация на другой виток. Но вот знаете, что я бы хотел поговорить с вами? Значит, с учетом вот того, что в Иране 200 миллиардов баррелей нефти, запасы, да, и нефти очень легкой, не тяжелой такой, как в Венесуэле. И с учетом того, что пишут радостно некоторые аналитики с 3 наших стран, которые занимают даже пророссийскую позицию, вот хотел бы обсудить вот этот момент, связанный с наполнением бюджета России и с... Ну да, все говорят о том, что, смотрите, Путин выиграл. Путин выиграл, да. Значит, на это мы приведем слова исполнительного директора Совета по энергетическому доминированию США. Это такую структуру Трамп создал год назад для продвижения проектов в сфере топливно-энергетического комплекса. Так вот, господин Джеред Эйгон сегодня Fox News сказал, это игра в долгую. Долгосрочные наши планы и преимущества перевесят краткосрочные потери от военной операции. И те, кто говорят, приводя разные расчеты, мы их тоже можем привести, чтобы повысить и значит, политическую грамотность наших уважаемых зрителей. Мы их можем привести. Например, в среднем Россия экспортирует 28 миллионов тонн нефти. В баррелях это примерно вот за 25 год 1 700 миллионов баррелей. Это только нефти. А есть еще порядка 114 тонн нефтепродуктов. Так вот, $1 повышение цены на нефть нашей марки Urals на $1 дает российскому бюджету на нефть и нефтепродуктов 250 миллиардов рублей. Это действительно так. То есть, если повысилась цена нефти Urals на $4, это триллион. Так? Значит, на войну на 26 год дырка 5-6 триллионов. 5-6 триллионов. Значит, чтобы эта дырка закрылась, нефть марки Urals должна повыситься примерно на долларов 20-25. Она уже 70. Это нефть на сегодняшний день, вот я смотрел, уже 70-71. А Brent достигла 92. Значит, в бюджет российский заложена цена 59. Да? То есть уже плюс 12 этих долларов за баррель есть. $12 за баррель это 3 триллиона. То есть половина военных расходов как бы отбили. Но, уважаемые друзья, во-первых, нам надо, чтобы эта нефть повысилась до 100. То есть, чтобы бренд было 120, а Urals тогда будет с учетом дисконта продаваться за 100. Тогда мы полностью закрываем дырку. Но мы это российский бюджет. Мы же белорусы, поэтому любим читать и российские деньги, так как это наши братья. Вот. А у нас... А не по какому-то другому поводу, да. А в семье все общее, извините. Вот, так это я веселю наших зрителей, которые иногда такие упреки мне пишут. Так вот, но надо, чтобы эта цена, во-первых, продержалась целый год, понимаете, не неделю. Потому что некоторые военные блогеры там пишут: ура, мы уже закрыли это. Это надо не неделю, не 2, не месяц, год. Понимаете? Весь 26-й год, чтобы она отгружалась по сотке. Это первое. А второе, с учетом тех слов директора Совета по энергетическому доминированию, вы на секундочку представьте, если американо-израильский режим возьмет под контроль Иран. Вот возьмет, в итоге сменит власть. И как через эту Делси Родригес в Венесуэле, которая уже золото им отдает, нажитое венесуэльским народом, если они возьмут под контроль Иран. Хана нам будет. Хана нам будет. В Иране на суше $10 себестоимость нефти, на шельфе 20-25. Вы знаете себестоимость российской нефти? Я не буду даже в эфире это называть. Нам будет конец. Понимаете? И нам, и Китаю. То есть вы не путаете краткосрочную радость
с тем, что пошли вверх цены на нефть, это даже смешно. Наш Иран – это стратегический союзник. Я не говорю, не хочу материться в преддверии праздника, где этот ШОС, где этот БРИКС. Вот, значит, но стратегически это будет катастрофа. Я уже не говорю, что все пути идут у нас сейчас. Единственный выход на мировой океан остался – это через Иран. По международному транспортному коридору север-юг до сухого порта Априн, туда в Бендер-Аббас и дальше по Индийскому и Мировому океану. Нам конец, вместе с Китаем будет. Вы понимаете? Поэтому мы, военно-политическое руководство России, потому что Беларусь бы все сделала, если бы Лукашенко сидел бы в Кремле. Он, извините, вспомните 99-й год, когда американцы бомбили 78 дней Югославию. Единственный из всех руководителей прилетел туда поддержать братские Югослав. Это, кстати, да. Вот мы же видим, да, например, тоже, кстати, в украинских, причем, пабликах показывают, например, Соловьева, который говорит, а что Иран нас просил? Ну, типа, Иран же не попросил. Ну, типа, вот такая аргументация, мол, да вот не то, что там уже не скажешь, что не такие уж и союзники. Ну, или другая аргументация, что предлагалось же там взаимодействие по ПВО, предлагалось, а Иран, в общем, вильнул хвостом, сказал нет, и оставили такой минимальный, скажем так, набор в договоре о том, который сейчас все вспоминают, России и Ирана. Поэтому тут тоже такие сейчас очень такие интересные инсинуации вокруг вот этого договора и партнерства. Ну, давайте тоже не будем, скажем так, слишком уж простаками. 3 дня уже как бы судачат о том, что помогает Россия Ирану наводить цели или как-то по-другому. Хексет комментирует, это Левит комментирует. Трамп не комментирует, говорит, ой, отстаньте. Говорит, это вообще не ваше дело, не спрашивайте меня об этом. Поэтому что-то такие, да есть. Но если перенестись ближе к Украине, ну или в Украину, украинский вопрос, потому что он принципиально важен. Сегодня вышла интересная, скажем так, программная, я бы сказал, статья госпожи Меркель, небезызвестной. Бывший канцлер Германии отметила, что, короче, она призвала Европу выходить на диалог с Россией. Значит, с такими тезисами она выступила в ратуше Гамбурга. По ее словам, Евросоюз должен, как самостоятельная сила, участвовать в переговорах по ключевым вопросам мировой политики, быть наравне с США, включая войну в Украине. Она напомнила, что в 2021 году считала ошибкой оставлять переговоры с Путиным только США. Мол, мы не должны... Речь идет о жизненно важных интересах Европы. Хочет, чтобы ЕС действовал как военный сторонник Украины по отношению к агрессору России, что важно, что незаменимо, но и использовал дипломатическую мощь для прекращения этой активной агрессивной войны. Только в этом случае мы достигнем того, чего хотим, чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы Украина имела будущее как суверенного государства в мире и свободе, говорит Меркель. Интересное на самом деле заявление, исходя из контекста всего происходящего вокруг Украины. Как вы думаете, ну вот смотрите, давайте тоже так, вот ситуация с этой инкассаторской машиной, которая вчера происходила, то есть... Зеленский за день до этого угрожает Орбану. Песков смеется, ну как, он серьезно? Ну понятно, что издевается. Говорит, надо 5-ю статью включать. А все так и отреагировали. В Венгрии, например, говорит, в смысле ты угрожаешь вооруженными силами Украины, сбросить адресок, телефон. То есть это прямая угроза. Он сейчас раздает Орбану интервью, говорит, я ничего не боюсь, нас не запугать, вот это вот все. Я обращаюсь к Зеленскому, открывай дружбу. На фоне цен на нефть от Ближнего Востока, это вот прям как находка, эта труба. И Северный поток находка, потому что там один же подбили, а второй же работает, вторая труба. То есть это прям очень сейчас важно. Но риторика вы видите какая, да, такая, ну, менторская. Как вы думаете, скажем так, и я к чему просто Венгрию вспомнил, Венгрия это кто? Это же союзник Украины. Ну, Европейский Союз союзник же Украины. Союзник, а с ним прям воюют.
политически, и чуть ли там не физически скоро будут воевать. И этой Европе Меркель говорит, давайте будем сильные, помогать Украине, садиться еще и за стол переговоров с россиянами. Какие перспективы у Европы в этом украинском разрешении на фоне вот происходящих тенденций, которые мы обсудили выше? Это зависит прежде всего от понимания высоким начальством, сидящим в Кремле, всех современных процессов. Я вижу, что некоторое время назад были с полки достаны сапоги Сталина, и мы в них неплохо сели, примерились. Но дальше, в этих сапогах почему-то не смогли ходить. Поэтому, если высокое политическое руководство в Кремле решит проводить переговоры с Европой, я уже ничему не удивляюсь, то, возможно, такие переговоры будут. Но по итогу это вызовет очень серьезные внутриполитические проблемы в Российской Федерации, потому что даже сейчас уже ну ладно, мы тут политологи отдельные, воинственные, но даже сейчас те, которые входят в команду властную вот эту, такие, например, когда Владимир Соловьев, да, или Гурулев, председатель комитета по обороне Госдумы, они уже задают вопросы, задают в эфирах, да сколько ж можно так вести войну на полшишечки. Это цитата Владимира Рудольфовича. То же самое случай с Меркель. Как можно с Меркель садиться вообще за стол переговоров, если вы помните, что по итогу Минских соглашений она публично сказала вместе с Франсуа Олландом, а мы, говорит, специально заключили, чтобы обмануть. Ну так же было. Так и сейчас она в статье, то же самое, говорит, она не скрывает даже. Вот просто пишет, мы не должны дать России победить, поэтому надо провести с ними переговоры. Так а в России, извините, вы читаете хоть, что они пишут? Какие могут быть переговорами со спонсорами убийств гражданского населения и наших военнослужащих? Какие могут быть переговоры? Поэтому, ну они могут быть, потому что сейчас эпоха вот этой постправды, вот, метаправды, да, как говорил у вас в эфире, по-моему, Кость Бондаренко или Павел Щелин, метаправды. Все смешалось в доме Облонских, все поставлено с головы на голову и наоборот. Но уважающая себя страна приводить никакие переговоры с теми, кто выступил соучастником убийств русского народа, не будет. Значит, следующий вопрос по Орбану. Ну, вы знаете, Зеленский, я знал, что он крепкий орешек. Его всегда недооценивали. Но чтобы он уже угрожал физической расплатой лидеру ЕС, он, конечно, значит, самые такие ожидания просто превысил, самые такие фантастические, да, ожидания. То есть он угрожает, что я, говорит, твой адрес дам военнослужащим. Ну, потому что он понимает, что дипломатия Громыка, это моя уже цитата, она уже в прошлом. Сейчас дипломатия дерзких. И именно Зеленский сделал так, что у этих двух типчиков, и там третий еще, Бабиш, или Бабаш, отсиживается с Чехии, у них хоть, Александр, появились первичные половые признаки. Понимаете? А мы вам вот выключим, не поставим. Так над вами он 4 года издевается, Зеленский. 4 года над вами издевается, значит, делает все, чтобы унизить Словакию и Венгрию. Значит, захватывает граждан из венгерского меньшинства на фронт, отправляет, полоскает на всех форумах, говорит, что у этого там живот толстый, то есть, ну, уже просто как во дворе, на дворовую какую-то разборку. А эти все молчат. А мы вот вам, да перекройте вы транзит, в том числе вот этой черной кассы Зеленского, которая ему надо, ему же эти доллары и евро слитки надо для расчета, и в том числе для откатов, для загона на криптобирже, что подкаты потом европейцам своим давать, Джонсонам и так далее. Перекрой ты транзит, будь ты мужиком.
Это я говорю про этого Орбана и про этого Фицу, которые рядятся в тогу, значит, друзей России. И мне некоторые там, значит, охранители, да, писали: ой, руководство знает, что это друзья России. Какие это друзья России? 19 раз проголосовали против России и русского народа, и белорусского. Какие это друзья России? Фица и Орбан. Ну вы смотрите по фактам. Поэтому здесь, знаете, мне лично нравится, что Зеленский заставил их быть мужиками. Хоть они начали чем-то угрожать, но они заставили не только из-за Зеленского. А вы знаете почему? Потому что у Орбана выборы через месяц, 12 апреля. И по теперешним рейтингам его бывший соратник, господин Мадьяр, может его обойти. И у Орбана будет очень сложная внутриполитическая ситуация. Поэтому, ну, конечно, в преддверии выбора еще будет какой-то компромат. Пока этот, значит, компромат, который они вывалили на Мадьяра, ни к чему не привел. Более того, на удивление, рейтинг Мадьяра вырос. Потому что оказалось, что он мужик нормальный. Не с мужиком там в гостинице прятался, как они там все любят. Уже дошли до того, что премьер, значит, Нидерландов из этой партии извращенцев, президент Латвии и так далее. Вот это голубое лобби идет. А оказывается, Мадьяр нормальный мужик. С нормальной девушкой познакомился. Рейтинг, наоборот, добавился. Конечно, они в преддверии апреля подумают, что делать. А Зеленский понимает, что не надо давать нефть, а надо сказать: вот слушайте, вот же сволочь интуитивно как чувствует. Чуйка есть у него. Он знает, что надо сказать: а я дам нефть Мадьяру. И вы будете получать низкие цены, если проголосуете за Мадьяра. Поэтому здесь, конечно, то ли его британцы научили, но британцы тоже, понимаете, чушку простую не научишь. Он все-таки имел талант. Талант менеджера. И у него сейчас есть чуйка, что сейчас надо вести дерзко. И если бы мы вели дерзко, но не я, понимаете, у меня нет никаких полномочий, я не сижу в Кремле и Лубянке. А от сидения в Минске ничего особо в мире не зависит. Но если бы мы были дерзкие, не было бы значит, был бы жив Хамини, был бы жив Мадуро, был бы на своем месте Асад. А сейчас их всех нету. А Зеленский понимает, что время сейчас дерзких. Поэтому смотрите, как он этих раскатывает союзничков наших, которые 19 раз проголосовали против России. Блестяще. С точки зрения технологий. Это злодей, это все понятно. Вы знаете, что мы боремся с ним постоянно, рассказывая украинскому народу, что это преступник. Но какой все-таки мерзавец талантливый. Вот увидите, еще скажет, что включу нефть только Мадьяру. Если хотите платить как бы дешевле если, бензин. судя по его там бывшим людям, которые на него работали, не очень умные. Вот Петров выходит в стрим и говорит, что он, конечно, будет в шоке, но скажет наконец-то, когда Зеленский войну Венгрии объявит. Тут фрагмент. Якщо завтра Зеленський вирішить почати війну з Угорщиною, я підтримую обома руками. Ну, тому що він цю війну почне точно не заради грошей, точно не заради землі, точно не заради якихось корисних копалин. Він почне цю війну заради гідності, заради честі держави. Ну от і все. Вирішить, що так, значить так. От я офігію, звісно, якщо він вирішить почати цю війну, я скажу: та ладно, серйозно, з Угорщини, ну, нарешті. Наконец-то. Слушайте, а у нас, конечно, в этом мире постправда и такое возможно. Ну, а чуть-то он угрожает ВСУшниками, Орбану, там другие говорят: давайте там бригадку отправим туда, пускай на границу там посмотрят. А сам, прости господи, Орбан, он же тоже говорит: я буду объекты ПВО дополнительные ставить. С чего вдруг? Да? Хотя достаточно, вот опять-таки, вот вы говорите, дерзкий, вот все-таки дерзко же было. Отдать ВСУ, там 2 человек с венгерскими паспортами в Москве, отдать вот Сиярта. Это ведь тоже интересный шаг. Приезжает Сиярта на фоне этого всего апокалипсиса нефтяного и говорит: венгры, по старым ценам. Ну, вы же приехали к нам, мы договорились. Все, по старым ценам. Трубы только нет. А так мы вам готовы отдать по старым ценам и качать вам нефть.
Это красивый ход с отдачей вот этих двух венгерских военнослужащих. Ну, насколько я понимаю, они даже не запятнали себя в такой активной работе, назовем это так, в ВСУ. Потому что если они, извините, были на передовой, в штурмовых отрядах, убивали русских людей, то, мне кажется, это неправильно было передавать. Но, по-моему, их просто загребли, как большинство украинцев сейчас загребают. И потом они тут же при первой атаке, условно говоря, попали в плен. Это тоже красивый ход. Мне такие красивые ходы нравятся. Но я всегда выступаю с точки зрения защиты национальных интересов России и Беларуси. А с точки зрения защиты национальных интересов, все, кто участвовал в агрессии против Российской Федерации, а никаким иным термином нельзя назвать ситуацию, когда каждый день идут удары по российским регионам. Нет, ну подождите, так удары идут по украинским отвечать. регионам тоже. Что значит агрессия против Российской Федерации? Юрий, добрый вечер. СВО кто проводит? я ж имею в виду европейцев. Европейцев. Мы с Украиной мы сами разберемся. Тут как бы и те бьют, и эти бьют в ответ, да, и наоборот. А я имею в виду вот этих всех коалицию Рамштайн. Это как так? Словакия, значит, поставила первое вооружение, свои САУ «Сузанна», на 8, значит, 8 штук, там на 16 или сколько, 160 миллионов, не помню, евро. И они, оказывается, союзнички. А когда кто-то говорит, там есть тоже такие умные зрители, но надо им отлуп давать. Так это ж было при том премьере. Ну хорошо, а при этом премьере 10 раз проголосовали против Российской Федерации. Хотя могли использовать право вето, говоря о том, что надо нам по хорошей цене нефть. Могли. Но 10 раз Фица проголосовал за. А всего проголосовали, напомню, 19. 20-й раз не проголосовали, потому что Зеленский наконец-то им перерубил дружбу. А включат дружбу, они тут же проголосуют. Да, проголосуют. Естественно. Потому что они в этот же день, когда должны были проголосовать, я вам демонстрировал этот документ, значит, он у меня сейчас под рукой, проголосовали за продление, вот с европейской базы я его скачал, за продление санкций на полгода, всех 19 пакетов. Единогласно. Единогласно. Поэтому пока у нас будут такие союзнички, ничего хорошего не будет. И пока мы не будем отстаивать национальные интересы, пока мы не будем воевать не на полшишечки, как правильно сказал Владимир Рудольфович Соловьев, а воевать грамотно. У нас тоже, знаете, часть зрителей говорит, а кто вы такие, чтобы советовать руководству Минобороны? А теперь мы сейчас спросим, а где сейчас руководство Минобороны? В тюрьме. Где все 4 министра Шойгу? Так что, мы, может, и уголовникам советовать не можем? Тем, кто расхищал российскую армию. Ну, тут Тем, кто-то пишет в чате, типа, как это, сапоги Сталина, а фуражка Шойгу. Блестяще. Так, значит, кто это написал? Свяжитесь с Александром. Пришлем книгу в подарок. Блестящее выражение. Сапоги Сталина, а фуражка Шойгу. Ну вот вы понимаете, премьеры, да. Ну это же, понимаете, это вот в крови все-таки, да, вот внутри Украины вот это все в крови. Тут недавно Тимошенко, ну вот вы смотрите, Зеленский, да, вот эта ситуация с венграми показала с инкассаторскими машинами, что пропитана государственная ткань или государственная, ну вот это вот все. Коррупцией. Ну, не то, что коррупция, это уже часть, это уже неотъемлемая история. Это инкассаторская машина Государственного банка возит деньги какие-то не такие уж и чистые. Ну, хорошо, ладно, деньги, там их можно понять, там они там кэш, понимаете. А слитки золотые? Ну, в общем, а зачем около миллиарда за 2 месяца завозить кэш в Украину? Ну, потому что там черные бухгалтерии, двойные бухгалтерии, потому что все это все уже в системе, понимаете, Юрий? Но это же все началось-то гораздо-гораздо раньше. Тимошенко Соне Кошкиной дала интервью.
это уже достаточно, чтобы как бы поулыбаться, тем более у нас там преддверие 8 марта. Вот они встретились и обсуждали вот эту вот взятку. 4000, да, которая там, ну, преследование, разбирательства же продолжаются, судебные тяжбы над Тимошенко. Интереснейший фрагмент просто. Чому вони лежали в пакеті нової пошти? Слухайте, був під рукою пакет нової пошти. Не вірю. Слухайте, а що, давайте пакети вибирати? Ні, ну, Что там новая почта, пакет был? Говорит, ну, был под рукой, говорит, не верю. Так а что, давайте пакеты выбирать? Ну и продолжение. Юлія Володимирівна, знаючи вас, я ніколи не повірю, що ви були десь на новій пошті. Соня, взяли я не там була пакет. на новій пошті, Так, а звідки і я не взяла пакет. Ну, я отримую посилки нової пошти. І тут нічого немає дивного. І це був маленький ключик. Да. І що, ми будемо, це злочин? Ні, це не Кульок злочин, мати? просто... А що, в це не чому злочин, проблема? просто, розумієте? Ну от, я б ніколи не поклала 40 штук в пакет від нової пошти, чесно. А я поклала. Я бы никогда 40 тысяч не положила. А я положила. Понимаете? Ну это же вот вообще это просто цирк, понимаете? Нам мочатся в глаза. И продолжают это делать. Вот, кстати, закончу с Венгрией. Значит, Сиярто, да? Смотрите, ну, по Тимошенко все понятно. Это бабушка украинской коррупции. Вот, как Брежковская была бабушка русской революции, Брежковская, это бабушка украинской коррупции, а дедушка Петро Лазаренко, да? По-моему, он. Значит, там первые 200 миллионов вывел еще в те мирные времена. Так вот, смотрите еще, Сиярто вылез и обвинил, абсолютно правильно, кстати, обвинил Зеленского в преступной схеме и в провозе черной кассы, наличмана вот этого. Но, смотрите, оказывается, у тебя за год, у тебя это через Венгрию, провезли на 1,5 миллиарда евро денег. 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро, 146 килограмм золота. То есть ты 2 месяца спокойно наблюдал, черную кассу можно возить, а как только тебе перекрыли трубу с дешевой российской нефтью, которую ты не заслуживаешь получать, он сразу говорит, черная касса Зеленского. Понимаете? Вот здесь тоже лицемерие, о котором сам Сиярто и проговорился. Потому что если черная касса, так что ты с первой или со второй партии ее не хлопал, а только когда трубу перекрыли. Вот. Что касается Юлии Владимировны, ну, ее, понимаете, действительно, если даже в момент пересчета ее взяли, она выкрутилась, понимаете, то у нее, конечно, высочайший уровень, он не поможет ей в политике, потому что, мне кажется, ее время безвозвратно ушло. Но она с точки зрения такой доктор коррупционных наук, что даже вот эти 4 пачки рассказывала, что просто почтой, да? Значит, хотела их или получить, или отправить, я уже сам запутался. Не, Но ну, это... просто кулечек был. Ну, просто симпатичный кулечек новой почты. А был бы, ходила бы в АТБ, был бы там супермаркет АТБ или какого-то другого, скажем так, супермаркета. Вообще, конечно, вот если так финалить основную часть нашей беседы, я бы хотел посвятить ее празднику 8 марта. Опрос сегодня показали. Будете вы праздновать 8 марта или нет? Причем это группа «Рейтинг» украинская. Ну и там в разные годы. В 2012 году, в 2017, в 2020, в 2021. Так вот, в 2026 году 52% ответили «нет» на этот вопрос. Ну, вот такие социологи. Что тут скажешь? На этом фоне происходит вот эта история, что в Раде лежит законопроект, чтобы 8 марта не отмечать. Ну, в общем, отменить не решаются. Бабий бунт, он страшен. ТЦКшники не дадут соврать. Каждый день вот это вот. И там есть такие отдельно, которые там гроза ТЦКшников, тетки. То есть они боятся отменить праздник. Но они вот думают, сейчас мы новый введем, да, и может потом немножко позже, там, и так вот 52% не празднуют, вообще ничего не празднуют в Украине, потому что нет выходных, военное же положение. На этом фоне по поводу денег, да, и вот этого наличмана, и по поводу всего остального, вот такие сюжеты выпускают на украинском телевидении о стоимости цветов. Ще один такий квітковий магазин. Давайте з вами подивимося, скільки штук квітів, за скільки пропонують. Можливо, є та цінники 4300 гривень. Вони з гортензіями
є за 3800, за 4300, оце 3450, 5800. Ну просто подивіться, це вже, мені здається, це вже не букет квітів, це вже якась певна картина, яка дійсно чіпляє око, він дуже великий. Ну і коштує як 5800, 5450, 5200, 5000. Є також, я розумію, трішечки подешевше, ось вони тут 3000 гривень, 2500, теж нічогесенький. Окрім того, ось, давайте подивимось, ось цей також 5800. Це 4400. Ну і також можна взяти, якщо ви не досить таких полюбляєте. О, подивіться, то також є чорна троянда. О, черные розы. Ну, в стране, где ведьма хочет быть и говорит, я буду этим мэром Киева, ну, черные розы, это прекрасно. Ну дійсно в них щось є. Щось в них є. Чи купуєте ви своїм жінкам на 8 березня квіти? Будь ласка, зазначте в коментарях під цим відео. Ну, в общем, вот такая вот история. И вообще вот цены на самом деле космос, жуткие цены. Ну, вот там сейчас доллар, там евро как бы повысились в Украине. Ну, вот смотрите, он называл в основном 100-150 долларов, 100 с чем-то долларов за букет цветов. Понятно, что это все привозные, но так было всегда. Кстати, не увидел я в этих раскладках, напишите в комментариях, кто вот из Украины, кто завозят мимозу или нет. Она же грузинская в основном, да, оттуда мимозу возят. И тоже, а по каким ценам? Ну, ее давно уже, кстати, не было, да, с началом войны, с вот этих всех моментов. Ну, как бы разлет колоссальный. Мы все больше и больше стали напоминать какие-то латиноамериканские страны, где одни очень прослойка узкая жирует, как не в себя, а другие, в общем-то, ну, как бы... Ну, сводят концы с концами. Одесса. Да, кому-то вон цветы дарят, девочки, а кому-то подарки побогаче. Любимая, с 8 марта Мазератик к тебе едет. Ну, вот так вот. Мазератик едет, смотрите, с 8 марта в Одессе. У кого-то, у бабки в переходе цветочек, а у кого-то вот так. Что вы думаете по поводу 8 марта и вот такого украинского отражения 8 марта, Юрий? Ну, мы всех наших женщин поздравили, и президент Беларуси специально провел собрание, где торжественно, в том числе многодетных матерей, поощрил и добрыми словами, и цветами. В Беларуси уже больше 120 тысяч многодетных семей, те, которые имеют 3 и более ребенка. Поэтому это хороший праздник. Есть мужской праздник, есть женский праздник. Неважно, что там изначально была подоплека борьбы коммунистических активисток, да, за права, свободу женщин. Важно, что есть традиции, и мне кажется, их надо чтить и соблюдать. Потому что если каждая политическая сила в угоду поставивших их кураторов будет менять праздники, то ничего хорошего с этого не будет, никаких основ не будет. А вторая часть вашего вопроса, то, что впервые большинство считает, ну, если это, конечно, верифицированные соцопросы, если большинство в Украине считает, что этот праздник надо отменить, но оно, в общем-то, складывается в ту работу машины пропаганды через телемарафон и через все подконтрольные медийные ресурсы Зеленскому. Он зомбирует украинский народ, и если кто-то потирал руки и говорил, что вот там уничтожено 1500 украинских радикалов уже за 4 года войны, ну так посмотрите, что делается в украинских садиках и школах. Значит, будет еще 4 миллиона радикалов или 14. Поэтому войну надо заканчивать быстрее. И надо определиться изначально, как мы ее будем заканчивать. Либо мы достигаем целей специальной военной операции, тогда скорость должна, конечно, увеличиваться. Либо мы не достигаем и не хотим достичь целей специальной военной операции, тогда, ну, наверное, надо вступать в вот эти женевские переговоры. Может, даже не в Женеву приехать, а в Киев. Если мы хотим вот на таких условиях закончить и оставить... Вы тоже, смотрите, вот даже на примере 8 марта провели собрание, действительно, это собрание разлетелось по всем медиа, вот Лукашенко выступает. Счастливых вам праздников. И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность, ну у нас же ТикТок есть, каждое утро читаю, иногда до смешного доходит, но если кто-то обидит вас,
Вы напишите мне, я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич, глава администрации, он слышит это, он раньше меня возьмет это на контроль. Успехов вам, счастья. И вашим деткам счастья, успехов. Ну, в общем, зашли на аккаунт в ТикТок Лукашенко, а там он не принимает сообщения. Так это... Все сейчас объясню. Как так? Все объяснимо. Вы знаете, если там он будет принимать сообщения, знаете, сколько будет там кормиться представителей украинского ИПСО? 16-го полка Житомир, 72-го Киев, 74-го Львов и 83-го Одесса в частности. Кстати, они кормятся в том числе и в наших чатах, все время разжигая вражду между белорусами и русскими, говоря, они ж не как северные корейцы, не воюют и так далее. Хотя все прекрасно знают, публично об этом не говорят, какую помощь оказывает Беларусь. Так тут то же самое. Я вам объясню, в чем смысл. Конечно, спамить никто не позволит. А естественно, все, так сказать, эти оппозиционеры всех мастей и наши змагары, бандеровцы, навальнисты, все туда будут писать и просто загаживать эфир. Он имеет в виду, президент Беларуси, обращайтесь в ТикТоке. И когда в ТикТоке записывают женщины, там, трудовые коллективы, обращение к президенту, ему ложат, либо он сам смотрит, либо ложат на стол. Вот недавно, значит, один так называемый правозащитник, правая рука Нобелевского лауреата Беляцкого, обратился с просьбой помиловать беременную политзаключенную, как они ее называют. Президент помиловал, несмотря на то, что личность обратившегося была так себе с точки зрения даже политической. Вот почему президент говорит, пишите в ТикТоке, имея в виду, записывайте обращения, сюжеты, ставьте хэштеги, а открывать свой, так сказать, канал, чтобы там эти все ипсошники все забили. Ну, смысла нет. Тратить ресурсы, чтобы это все чистить и всех их блокировать. То есть записывайте видео, как мужики обижают. Конечно. Конечно, с хэштегами, и президент все увидит, все услышит, или, по крайней мере, постарается. Да, друзья, подведем итоги нашего опроса. Вот такие. Не отправка украинских ПВОшников и дронов-перехватчиков на Ближний Восток – это 4% признание и гордость за уровень ВСУ, 22% потужный предмет торга для Украины, 24% позор первой армии мира и 49% это позор Зеленского, потому что ВСУ, как крепостные, взамен-то ничего не получила. Правда? Слушайте, он же просил перемирия у этих стран, чтобы с Путиным организовали на месяц или два. Потом он просил, давайте ракеты ПАК-3, а мы вам ваших... А так получается, что, стойте, ни перемирия, ни ракет никто ничего не объявил. А говорит, мы тихонько хотели бы взять, объявляет на весь мир. Получается, просто сказали, и он послал, в то время, когда Украина прошлой ночью претерпевала тяжелейший удар. Сегодня страшная трагедия в Харькове, прилетела вот эта вот новая ракета, угодила она в дом, прямое попадание ракеты в дом, школа, учительница погибла, там 10 человек погибли по состоянию на момент нашего эфира. Траур будет 9 числа в Харькове, ну, ужасная трагедия. А мы ПВОшников в Дубай отправляем. Этим самым англосаксы показывают украинскому народу, да и украинской политической элиты, какое место в системе международных политических отношений они им отводят. И те, кто отводят, и те, кто думают, что можно с британцами как-то договориться, да, там, значит, там есть здравые силы, они демонстрируют полное непонимание англосаксонских элит, полное непонимание. В их основе воспитания лежит политический дарвинизм. Понимаете? Там нет внутри американской, британской элиты, там не существует понятия искренней дружбы. Даже между своими. Не говоря о каких-то внешних игроках. У них вся воспитание, особенно вот этой английской аристократии, вся вообще система направлена на формирование жестких конкурентных психопатов. Этот термин еще называют психопатия элит.
Вот, поэтому их идеологическая база – это дарвинизм, политический дарвинизм, где все конкурируют со всеми. Поэтому, когда задают вопросы, в том числе представители украинского руководства, а почему ж вы нам не даете ракеты, которые у вас, конечно, есть в наличии? У них все затарено. Они не допускают, чтобы склады опустели, допустим, менее чем на 30-40%. Они, эти представители украинских элит, не понимают, что к ним относятся как к обычному пушечному мясу. Вот и все. И когда украинский народ и украинский правящий класс наконец-то это поймет, если будет такое время, он сразу поймет, в каком направлении ему двигаться, что выход для сохранения, укрепления украинской независимости и государственности – это только союз трех народов и прекращение братоубийственной войны. Но для этого прекращения надо, чтобы что-то и внутри Украины зашевелилось более активно. Так, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Спасибо большое за то, что их оставляете. Начнем с вот таких. В общем, спасибо большое, что оставляете вопросы. Вот, пожалуйста, вопрос. Режим Блиц. Единственное, что я попрошу, коротко, чтобы больше людей мы смогли пропустить, да, то есть, чтобы большее количество людей, как бы мы смогли уважить, да. Вот, поехали. Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у Воскресенского, как он предал в 2020 году Бабарика, как превратился в лукашистского пропагандиста. И вопрос лично к вам. Не стыдно вообще этого мерзавца представлять белорусским политологам? Уверен, что ответа не будет. Уверен, что такие сообщения вы не отвечаете. С неуважением, один из десятков тысяч белорусских политзеков, Александр пишет. Мы отвечаем на все вопросы. И я, как человек со стажем политической борьбы больше 30 лет, вообще эти вопросы щелкаю как семечки. Ну, начнем с последнего. Во-первых, десятки тысяч политзаключенных. Если мы зайдем на сайт политических так называемых организаций белорусских, которые называют себя правооборонцы у нас на белорусском языке, мы увидим там количество порядка 1000 человек. Это вопрос к десяткам тысяч. Это первый вопрос. Какие-то личные моменты, как псевдополитолог, я отвечать не буду, потому что подробно. Потому что я единственный из всей этой публики, кто имеет диплом по политологии с отличием. И я вам вот сейчас в личные сообщения его скинул. Посмотрите, Александр, и подтвердите, если это так. Вот. Наряду с экономическим высшим образованием, дипломатическим, которое я сейчас получаю в дипломатической академии МИД России, МГИМО МИД России, она сейчас объединилась с МГИМО, у меня есть диплом с отличием по политологии. Теперь по поводу 2020 года из Магаров. Вот почему я всегда сторонюсь их обсуждения, потому что это настолько мелкие, ничтожные, тупые существа, то есть они не дотягивают ни до идейных бендеровцев, которые действительно с промытыми мозгами воюют за свою идеологию, они не дотягивают до интеллектуалов-навальнистов. То есть это, понимаете, такие муравьишки, жуки, которые питаются вот всякими отходами на мусорной свалке. Я их так оцениваю. Поэтому их вопросы даже, посмотрите, что в мире происходит. Война в Украине, Ормузский пролив, Иран, Венесуэла, да? Ядерная бомба, там требует Польша, Эстония поставить. А они живут травмами 2020 года. Они хотели власти и получили от батьки и нашего народа по башке. Ну и что? Ну и получили. Теперь, что касается кого-то предательства, в том числе Бабарыка. Действительно, я около 2 месяцев из своей 30-летней политической карьеры, около 2 месяцев пробыл в штабе господина Бабарыка. К слову, председателя Белгазпромбанка на протяжении 25 лет он был председателем. А побыл, потому что все говорили, что это креатура Путина, что это вроде бы согласованное решение, что Лукашенко будет уходить и ставить ставленника Газпрома. Но мне достаточно было 2 месяцев, чтобы понять,
кто это такие. Поэтому спустя 2 месяца, еще до августовских событий, значит, в начале, наверное, июля или в середине я ушел из этого штаба. Вот и все предательство. Причем всю работу делал за свои деньги, потому что этот кровопийца банковский не давал людям даже на кофе и булочку. Понимаете? А когда я говорил, что ну, это никакая не креатура ни Путина, ни Лилипутина, никого. Это жулик и аферист. И представители штаба Бабарика говорили, да нет, ты не понимаешь, вот примерно как сейчас по Украине, это хитрый план Путина. Не может же дурак возглавлять Белгазпромбанк в течение 25 лет. Оказывается, может. Может. Так, значит, клуб зрителей Шелеста. На вопрос уважаемому Юрию: хотели съездить в Минск, но опасаюсь, что скоро Беларусь станет очередной ЧВК США. Мои знакомые белорусы все смотрят на Запад, у меня иллюзий нет. Скажите, пожалуйста, какие сроки вступления Беларуси в проект «Антироссия»? Успеем ли мы поесть драников в Васильках и, допустим, летом или поторопиться? С любовью из Москвы. Вам пишут. Слушайте, вот сейчас... Сорвал вам с утра мой выход в эфир, ехал с России. Вся трасса забита машинами с русскими номерами. Десятки тысяч машин, наверное, в течение дня заезжают в Беларусь. За что мы им очень благодарны. Они посещают наши санатории, наши клиники, наши предприятия, наши отели, наши гостиницы, наши музейные выставочные значит, учреждения. И мы им за это очень благодарны. Все, что говорят, что вот Беларусь помощи никакой не оказывает. Ну, вы понимаете, что это все ИПСОшники подогревают. Но у нас сейчас вся промышленность, сельское хозяйство работает на Россию, российский ВПК. Я называл вам около 10 тысяч белорусских добровольцев. Это официально не поддерживается, но никого и не садят, как, например, в Казахстане или Узбекистане, за участие в СВО на стороне российской армии. Так вот, около 10 тысяч человек участвуют плечом к плечу с русскими. Дальше распространяют фейки, что... Вот вы представляете, в чатах особенно вот эта гадость вся пишет ипсошная, и некоторые люди простые тоже верят. А там продают карты, где Крым указан украинским. Ну, понимаете, это вот... Комментировать – это даже себя не уважать. Вы включаете мозги. Мы единственный союзник Российской Федерации, который плечом к плечу все последние 30 лет. Поэтому мы никуда не собираемся, ни на запад, ни на север, ни на юг. Потому что мы одна из ветвей единого народа. Вот и все. Так, значит, вот такой вопрос. Очевидно, что от Светланы: доверие к Вашингтону в ближневосточном регионе падает из-за ситуации с Ираном. Как вы считаете, насколько доверие будет утеряно или сохранится с экономически дружественными странами Вашингтона, такими как Япония? Как это повлияет на ситуацию в Украине, учитывая, что Япония оказывает масштабную поддержку Украины, оставаясь ключевым партнером Украины в Азии? Токио активно предоставляет технику для разминирования, бронемашины и прочее. Слушайте, если брать со Светланой общую структуру помощи, то Япония там займет даже не 5%, а гораздо меньше. Поэтому, отвечая на второй вопрос, никак. Даже если у Японии будут серьезные проблемы экономические, в том числе связанные с ценой на нефть и с логистическими перекрытыми потоками, это никак не повлияет на украинский конфликт. Что касается отношений к Штатам, все очень просто. Победителей не судят. Если они победят, отношения будут ровные и как будто не было никакой войны. Вот вы сейчас разве вспоминаете Ливию, или Ирак, или Афган, или Сирию? Уже все забыли. Понимаете? У нас сейчас кликовое мышление. Поэтому, если они победят, не дай бог, фу-фу-фу, то репутация с союзниками у них мгновенно восстановится. Еще союзники и в очередь будут выстраиваться, говоря о том, что это мы рекомендовали напасть на Иран. Но для того, чтобы они победили, первое, надо полное бездействие Китая и России. Я надеюсь, этого нет. И второе, сухопутная операция с высадкой десанта для взятия
иранской территории, контролирующей Ормузский пролив. Без этого выигрыша не будет. 20 лет пытались Афганистан приручить, 7 триллионов долларов потратили, результат нулевой. Нужно брать всю территорию. Так, значит, добрый вечер, Кристина. Вопрос к уважаемому Юрию. Россия всегда гордилась тем, что у нее дипломатическая школа византийская. А сейчас видим, что все трещит по швам. Честность, порядочность, договора. Может, пора уже переставать быть до ужаса вежливым и исследовать законам. Все равно это воспринимают за слабость, к сожалению. 100%, понимаете, все течет, все меняется. Да, великолепная всегда была у России, у советской дипломатии школа. Это был эталон. Сейчас вы видите, что происходит. Вы видите, что председатель Совета мира 7 стран только за первый год побомбил. Вот. И переименовал министерство в Министерство войны. Нужны адекватные оценки. Ведь почему мы вот и из Беларуси, и из Украины той же, украинцы, которые сбежали в Россию, а их больше 5 миллионов человек, говорят, что ну не надо так уже воевать. И Соловьев, посмотрите, Владимир Рудольфович, последний его стрим, говорит, ну сколько можно на полшишечки? Взял мяч, простите, фигяч. Либо не бери этот мяч. Поэтому мы должны... Я это, кстати, спорю и привожу в своей дипломатической академии на семинарах. Действовать так же дерзко. То есть любовь и дружба в ответ на любовь и дружбу. Но на подлость, на агрессию, на убийство, на террористические акты должны быть адекватные ответы. А если кто-то говорит, что вот обезглавят украинский режим, это ничего не меняет, меняет. Попробуйте там еще найти такого дерзкого, как Зеленский. Меняет, иначе бы Израиль этим не занимался. Смотрите, как они. Раз головы, раз головы, раз головы. И сразу все идет как по маслу их СВО. Сергей, Великое княжество Литовское, это наша история или нет? Это была наша история. Сейчас у нас должна быть другая история. Владимир Путин очень четко написал в своей статье, что мы 3 ветви одного русского народа. Хорошо, не нравится русского, пусть мы будем 3 ветви одного украинского народа или там восточнославянского. Но мы, белорусы, украинцы и русские, должны быть вместе в рамках какой-то федерации, в рамках какого-то экономического союза, чтобы обеспечить защиту своих ресурсов и своих земель от того, что предстоит. А предстоит очень нездоровая ситуация. Они сейчас этими взрывами, ядерными, неядерными, всю планету взбудоражат, подымется метров на 30-40 мировой океан, и миллионы пойдут на нашу территорию со всех сторон. Вот о чем надо думать. Нам надо прекращать войны и выгонять коррупционеров и нацистов и думать о том, как залечивать раны, как мы будем жить вместе и жить вместе. Я сторонник вот именно этой концепции. А Великое княжество Литовское, слишком мы разные уже. И литовцы, и поляки, и белорусы с украинцами. Объясните, пожалуйста, украинцам, как человек, находящийся на свободе, как заключенные колонии строгого режима, могут сменить руководство? Вячеслав задает вопрос. Рассказываю. Ну, абсолютно верно вы задаете вопрос. Как свергнуть правительство, не прибегая к вниманию санитаров? Помните, эта книжка? Да, значит, я попытаюсь кратко, но чуть-чуть разверните. Вы понимаете, что за все, что мы говорим, мы рискуем реально жизнью. Мы ведем информационный фронт. И Александр рискует, и я рискую, и ненавистный вам Шарий рискует. Его увидят нацисты, они его убить могут. И Панченко, и Юра Подоляка. Давайте вспомним, что он еще был комендантом Сумского Майдана, да? Ну, чушь какую-то. Ну, был и был. Сейчас зато ведет работу, как целая дивизия военная на информационном фронте. Так вот. Вы правильно говорите вопрос. Как? Значит, для начала людям, которые находятся там в заложниках, нужен дать ориентир. Я не вижу, чтобы в Москве давали этот ориентир, хотя наверняка там полно бывших
представителей украинского политического класса, там есть какие-то движения, другая Украина. Кстати, название дурацкое, другая Украина, надо новая Украина или родная Украина. Вот это название лучше. А то как это другая Украина? Так вот, надо первое. Провести какие-то конгрессы, конгресс, допустим, народов или конгресс жителей, граждан Одесской области, Николаева, дать ориентир. Когда ориентир дастся, когда жители Николаева, Одесса, Харьковщины, Днепропетровска поймут, что мы их берем к себе, приглашаем, они будут вести работу, которую вели советские подпольщики и партизаны. Без этого цели ориентирования они эту работу не будут вести. И если нам не нужна, нам это союзному государству, значит, я как гражданин союзного государства тоже могу вести разговор на эти речи. Если нам не нужна Одесса, если нам не нужен Николаев, если нам не нужно Приднестровье, в котором живет почти 500 000 граждан России, которые находятся сейчас в блокаде, то, конечно, тогда и нельзя давать это целеориентирование. Надо сказать людям, чтобы сдавались и сотрудничали с лагерной администрацией. Но если нам все-таки нужны эти территории и эти люди, то им нужно дать ориентир. А как только им дадут ориентир, и слушатели, который задал вопрос, и все другие люди знают, что делать. Я не хочу, чтобы на меня еще там 5 уголовных дел СБУ возбудило. Но вы прекрасно понимаете, что если есть ориентир, люди смотрят, где кто размещается, фотографируют, подсказывают, пишут в чат боты, ведут работу, как вели советские подпольщики. Ну, их потом садят и, в общем, вычисляют. Никто ни к чему не призывает здесь ни в коем случае. Война. Война идет. Юрий, спасибо вам большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Спасибо вам, спасибо, дорогие зрители и дорогие наши женщины, мамы, дочки, жены. Мира вам, добра, счастья, удачи, чтобы этот год был лучше, чем предыдущий. Спасибо вам большое, что смотрите нас. Цветов, вдохновения, несмотря ни на что, ни на какие календари, никакие политические ветры, которые там сбивают многих с ног и выветривают все из головы, сквозняком все уносится. У многих, но не у нас и не у вас. Мира и благополучия в этот день 8 марта, который завтра наступает. И, знаете, мое традиционное добра и света всегда актуально. Увидимся обязательно. До скорого.